Мальчики, девочки, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня, опять же, такой срез, немножко зеркальный с вами создадим. Некий срез, путь к истинному я, потому что многие задают вопрос, кто я и что я. Вот я, кстати, недавно общалась с психологом, абсолютно рандомно. И, значит, мы общались на тему отношений, он говорит, все больше и больше людей сейчас, как запрос, то есть они готовы идти в отношения только со зрелыми партнерами. Я говорю, а вот как в большинстве случаев они описывают понятие, да, что такое зрелость партнера? А он мне говорит о том, что зрелость партнера — это когда партнер вообще определился, кто он, что он по жизни. Я такая, это я уже про себя поняла. Вот. Говорит, ты как ты себя, как ты себя обозначаешь вообще? Говорит, ты, наверное, думаешь, что я тебе сейчас скажу про социальные роли, как я там реализовалась там в жизни, еще что-то, да, то есть в этом социальная зрелость. Нет, говорю, я себя просто идентифицирую как ведьма, вот, и это мое самоопределение, потому что по большей части это уже давно философия, об этом написано большое количество книг, благо мы к этому приходим, да, то есть это идентификация, это то, как я живу, это мой образ жизни, это мое окружение, это как я зарабатываю деньги, это вопросы моей совести, чести, там, да, моего кодекса, да, как я общаюсь с людьми. А как я чту и уважаю силы природы, да, которых я действительно беру там силы, подключаюсь к внешнему источнику, да, мои внутренние каноны благодарности, это все об этом, и это тоже момент самоидентификации, представления в этой жизни, ровно так же, как идентифицировать себя там мать, дочь, там сестра, да, хороший работник, то есть вот эти вот все социальные маски и роли. Но бывает такое, что вот эти социальные маски и роли, они как бы не нужны. Да, не нужны. В какой-то момент ты остаешься наедине с собой. Такое очень часто бывает, когда, например, в нашей жизни происходят, как мы называем, судьбоносные события, которые очень часто описывают старшие арканы Таро. Да? То есть, в принципе, любой из старших арканов Таро может означать некие судьбоносные события, но есть так называемые тяжелые арканы, там башня, смерть, да? Потому что показывает нам всегда трансформацию. Тогда, когда действительно есть внутренний запрос из нашего бессознательного на изменение жизни, потому что где-то мы пошли не туда, соответственно, где-то, да. Либо мы не доудержали свое счастье, такое может быть, либо мы запутались, либо делали счастливыми другого человека, забывая про себя, про свою реализацию, про зов своей души и прочее. И вот тогда, конечно, да, нас бывает накрывает, да, бывают всякие кармические истории. Короче, вот то, во что вы верите. Вот в какой-то момент мы действительно оказываемся перед личным зеркалом, да, и задаемся вопрос, кто я? Вот мы сегодня будем немножко на него отвечать, потому что расклад называется «Путь к истинному я». Мы посмотрим, насколько же вы понимаете, да, кто вы. Насколько же вы понимаете? Наверное, больше с мистической точки зрения, потому что достаточно скучно мне ваши социальные роли определять, они всяко разные могут быть. Расклад на одну позицию, он объемный такой, наверное, глобальный, минут на 15 получится, прям такой какую-то аналитику проведу вам. Немножко разгону энергию. Хрущу тут пальцами чуть-чуть, мне нужно. Я просто много раскладов сняла, и немножечко подзастоялось пространство. Мы писали, наши пальчики устали. Мы раскладывали, да, мы немножко отдохнем и опять вот это читать Таро начнем. Ну что, давайте смотреть. Такой, знаете, марафон небольших раскладов. На понимание, кто меня смотрит, зачем меня смотрит, что вам мои расклады дают. Кто передо мной, да? Что встанет передо мной, как лист перед травой? Кого принесло? Избушка, повернись ко мне. Передом клес задом. Кто же пришел вообще на просмотр? Кто хочет душу свою увидеть, путь к истинному я, себя обнаружить, кто передо мной? Путник или путница, долго путь держали, да, по колеснице, 100% к бабушке в избушку приехали, бабе там, да? Вот посмотри, как долго путь мы держим. Уже, наверное, 100 пар сапогов износили. Да, все деньги на такси потратили.
Кто передо мной? Кто передо мной? Ощущение, что вы в каком-то вечном, бесконечном поиске, может быть, даже в определенном лабиринте, потому что вам нравится, давайте так, вам себя нравится искать, да? Нравится себя искать, нравится себя изучать, нравится исследовать, потому что ощущение умеренности, да? Либо мы немножечко здесь выдохлись по ощущению умеренности, потому что все-таки умеренность дает ощущение, что мы что-то нашли, да? Нашли, может быть, дорогу, готовимся к этой дороге. Да, умеренность, тройка жезлов. Есть ощущение, что мы как раз на верном пути, поэтому 100% нужны подсказки. Да? То есть мы постоянно смотрим в эту сторону, мы постоянно это развиваем. Да? Кто я, что я. Вполне может быть, что ваших знаний уже хватит настолько, да, чтобы другим уже объяснять, кто они. Ну, давайте посмотрим. Как вы себя сейчас видите? Как вы себя сейчас видите? Как вы себя сейчас осознаете? Ну, у меня ощущение, что вы реально меня долго искали, особенно моя холодная аудитория, да, потому что явно вы тут пришли в мою ментальную избушку импровизированную, шатер, возможно, получить ответы на вопрос. Долго искала. Долго ли, коротко ли, да? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает. Давайте. Кто передо мной сейчас? Чья-то жена? Чей-то муж? Король Пентаклей, двойка кубков. Папина дочка, папин сын. Мамин бродяга, папин симпатяга. Кто передо мной? Король Пентаклей, двойка кубков. Восьмерка жезлов. То есть на самом деле кто-то ко мне вообще пришел за какой-то любовной магией, может даже приворотным зельем сюда, да, путь к истинному я. Но здесь, наверное, про то, что, может быть, вы себя искали через мужчин, девочек, и привыкли это делать, и, скорее всего, вас ваши партнеры отражали, да, как зеркало, то есть представление о себе. Не всегда оно хорошее, например, мы про себя плохо думаем, нам кажется, что лишняя морщинка там, или мы поправились на несколько килограмм, нас это очень сильно триггерит, и партнер это чувствует и говорит: ой, ты старая, или ой, ты толстая. Но это же не говорит, что это ваше истинное я. Это говорит о том, что просто мы в другого человека смотрим как в зеркало. И вы достаточно долго это делали, да, поэтому, скорее всего, немножко в себе запутались. Вы по-прежнему хотите отражаться через мужчину? По-прежнему хотите отражаться через мужчину? Расскажите, вышли из этого кризиса, из вашего королевства кривых зеркал? По-прежнему хотите? Знаете, не хотите, но не знаете как. Посмотрите, как красиво вы разбили эти кривые зеркала. Да, как красиво вы разбили кривые зеркала. Вонзаются мечи. Потому что мы очень боимся потерять какие-то опоры, боимся увидеть себя как-то на лице приглядно, или, может быть, в ком-то нуждающимися такие сильные. Каким же мы хотим казаться, да? Каким же мы хотим казаться сейчас? Мы хотим казаться нелюдимыми, контрзависимыми, да, а интровертированными достаточно, потому что в тройке пентаклей ощущение, что я не хочу ни во что вовлекаться, мне никто не интересен, и я не хочу ни во что вкладываться, да, ни деньгами, ни эмоциями, ни временем, да, потому что все, я не хочу куда-либо расходовать ресурсы и не хочу с кем-либо взаимодействовать. Тройка пентаклей перевернута, я не буду ее переворачивать, так как же глубже чтение. Тройка пентаклей, король мечей, да, то есть мы ушли в состояние Гринча, который похитил Рождество, да, потому что его бесили люди, которые радовались ему, да. Король мечей, такой немножко токс у нас, своя система, да, то есть какой-то ретроградный, олдскульный опыт, да. И он у нас, безусловно, есть. И мы этот опыт не распространяем, мы им не делимся. Что еще про нас? Да, давайте, каким мы еще хотим казаться? Мы хотим казаться очень закрытыми, очень загадочными, очень
тайными, да, то есть мы хотим просто максимально окружить себя пеленой морока, таинственности, закрытости, интровертированности, да, то есть к нашему замку вообще никто не должен приближаться. Никто не должен приближаться. Что же считывают люди, да, что люди считывают сейчас на данный момент? Что это на самом деле какая-то манипуляция по перевернутому магу. На самом деле не так много власти, не так много у вас харизмы, как, может быть, вам бы хотелось, чтобы это казалось. Потому что перевернутый маг, он больше волшебник-недоучка. Это состояние манипуляции, то есть вот ощущение, что люди чувствуют, что вот своим вот этим вот поведением, закрытостью мы что-то от них хотим либо получить, либо забрать, либо взять какую-то выгоду. Да? Давайте сейчас вот что еще люди чувствуют? Перевернутый маг, перевернутая императрица. Здесь какой-то, смотрите, внутренний момент жадности, внутренний момент закрытости. И, знаете, как энергетически может считываться, немножко как холодная мать. Да? Как холодная мать, как человек, который, возможно, лишен эмпатии. Вот вы туда прям уходите, да, или человек, который лишен радости, который, знаете, не имеет возможности почему-то испытывать вот эту радость от дарения, от щедрости, от любви, возможно, да, то есть мы это прям показываем. Мы показываем, да, что благодаря вам, дорогие люди, и вашему отношению, и вот этому всему прочему, я стала Малефисентой, потому что вы отравили мои болота. Я же нормальная была, да, если мы в сказку это вспомним, то вот этот момент как раз вот рождения Малефисенты очень круто показан в колоде, которая называется «Вторая ночь», в пятерке пентаклей, не помню точно, когда она отрекается условно от внутреннего света, да, идет в внутреннюю тьму. Ощущение некого, знаете, театрального вампиризма, да, театральный, знаешь, или, допустим, это прекрасная Тильда Суинтон, да, в фильме «Выживут только любовники», то есть мы вот эту готичность, вот эту закрытость по отношению к миру, к людям, там, да, мы демонстрируем, потому что нам действительно кажется, что никакого света в нашей душе нет, там действительно подвалы, которые, они вечные, да, они древние, они наполнены артефактами, но это про жизнь для себя, потому что здесь нужно понимать, как в этом всем выжить. Да, неконтактные, нелюдимые, да, то есть мы такими хотим казаться. Мы это демонстрируем, соответственно, да. Нам почему-то кажется, что вот это наша душа, она такая вся у нас в драйме, да. Все-таки давайте немножко поговорим про наше истинное «я», что вы не показываете, но при этом вы знаете это про себя, да? Что не показываете, да, уязвимость свою, наверное, какие-то элементы нарциссизма, желание привлекать к себе внимание, да, король кубков в перевернутой позиции, знаете, тут еще у нас драма, да? Король кубков, да, королева пентаклей, зависимость от эмоций мы не показываем. Тут постоянно, на самом деле, сцена нужна, да, потому что здесь могут быть какие-то прям нелогичные поступки. Абсолютно нелогичные. Я уж не знаю, сколько вы это показываете или нет, но вот это состояние экзальтации, какой-то драмы постоянно. И все-таки вопрос, на самом деле, вот вашего истинного «я», потому что вы очень сильно запутались, да? Как вы еще сами себе видите? Постоянно в какой-то жертве, драме, да, пятерка пентаклей, ощущение замкнутого круга, да, там сансара не дает никаких, как это сказать, ачивок, да, плюшек при перерождении, ты просто переходишь на следующий круг, вот это ощущение обреченности. И знаете, как очень странная история, потому что мне фонит циничностью бессмертия в этом всем, правда. Вот. Как-то вы прям сторонитесь солнечного света. Это показывать. Может, вы черное любите, знаете, или готику, или какие-то у вас модные сейчас тренды и вайбы, например, красные помады, да, обведенные практически, да, черным контуром, такая вампирская тематика.
да, может быть, как-то вы корсеты какие-то предпочитаете, там, темный маникюр. То есть мы прям показываем трагичность и драму своей души, да, вот что-то такое мы пытаемся демонстрировать, и даже если у нас нет возможности это показывать, мы это делаем через какую-то атрибутику. Вот что-то такое интересное происходит. Все же истинное я, да, все же истинное я, потому что у нас путь. Давайте, как выйти из вот этого состояния, если оно не ресурсе, нам в нем плохо, нам чего-то не хватает, нам чего-то не хватает. Вернуть благодать, давайте так, вернуть внутренний огонь, потому что он, безусловно, есть, но он потушен, да. Такое ощущение, что вот в какой-то момент у вас не было силы, на вас напали, скрутили, понимаете, преодолели вас все же. Преодолели вас. Это как будто давно произошло, вы как в поисках, знаете, осколков, кусочков своей души путешествуете по миру, может быть, по жизням, да, вы пытаетесь как пазл все собрать, потому что ощущение, что прям крупицы вашей души, они вот где-то у нас как-то, знаете, разбросаны. То ли во Вселенной, то ли, знаете, в людях застряли, как вот то зеркало, помните, да, которое разбилось, и кусочки, да, попали в сердца людей и заморозили, по-моему, что-то такое было. В немецкой сказке про снежную королеву. И кусочек попал в сердце, да, Кая, вот, и все. И он пытался выкладывать слово «вечность», а получалось слово «попа». Так вот и здесь, соответственно, где-то вы свою душу, целостность, да, этой души растеряли. И, соответственно, были персонажи, которые украли ее свет, соответственно, да, тем, что, возможно, вас не выбирали, не ставили вас на пьедестал, как бы вам хотелось. Потому что где-то вы когда-то прям выбрали эту судьбу по белой карте, вы когда-то выбрали вот эти ограничения, да, скорее всего, чтобы найти себя. Сначала нужно было себя потерять, а теперь, видимо, поиск. Но все же путь про ваше, да, истинное я. Путь. И он есть, и он продолжается. И сейчас, наверное, какой-то момент перевала. Насколько вы прям осознаете сейчас свое истинное я? 5 кубков, отшельник. Да вы потеряли. Вы потеряли, задаете вопрос, кто я. Поэтому, чтобы больше не разбазаривать остатки вот этого внутреннего света, мы все пытаемся найти себя, свою целостность. И благо события, которые происходят в нашей жизни, они, конечно, тяжелые очень, но они говорят: не молчи больше. Они говорят: вспомни себя, и тебе придется себя вспомнить, понимаешь? Тебе придется, и ты сейчас действительно прогуливаешься вот прям в подвалы своей души, изучаешь этот свой внутренний мир, и он огромный, да? И сейчас только самое начало, вот тебе, пожалуйста, карта шута. Но это возвращение домой, смотри, по 6 кубков, да? Где тебя любят все-таки, да? Где тебя ждут достаточно давно. Смотри, какие красивые карты. Вот она, твоя семья, и ты вот ищешь себя, семью свою. Ищешь все же. Вот если тебе сейчас, да, задать вопрос, кто ты истинный, кто ты настоящий, да, кто ты настоящий, что ты ответишь сейчас на данный момент? Что ты 2 картами, да, хочешь ответить? 7 пентаклей, 2 пентаклей. А я жду, чтобы мне подсказали, я жду, чтобы мне подсветили. Потому что, с одной стороны, я куда-то иду и что-то делаю, но я не знаю, это зов моей души, это истинный я или это обман, иллюзия. Потому что я много раз ошибалась, да. Что хотят сказать по этому поводу высшие силы? Потому что вы, правда, опять на перепутье 2 дорог, опять себя выбрать не можете. Не очень вы привыкли выбирать себя по жизни, давайте по-честному, и поэтому путь к истинному я дается сложнее, потому что вы просто не привыкли выбирать себя, не привыкли на себе центрироваться. Что говорят высшие силы? Насколько вы преуспели в поиске себя? Ну, знаете, как бы высшие силы не давали вам какие-то испытания, по 9 жезлов явно вы пытаетесь себя найти, да? 9 жезлов, солнце, потому что вас все-таки ведет ваше солнце, да? Может быть, ваше эго, может быть, ваш внутренний дракон, который пытается подсветить все же вам путь и выход. Вот
что происходит? Как вот вы поймете, ваше истинное я или не ваше истинное я? То есть в вашу жизнь приходят разные энергии, люди, события, да? И что-то вам резонирует, а что-то нет. То есть если мы чувствуем какую-то тошноту, желание от чего-то избавиться, это не наша энергия, да? Мы туда не идем, нам туда не надо. А если вы не понимаете нейроведьму, это нормально, вам просто туда не надо. Понимаете? Ну, нет готовности, это нормально, не нужно там как-то тужиться и что-то, ну, пытаться понять, зачем. Потому что, правда, сейчас какая-то информация, она для вас перекрыта, какие-то двери для вас закрыты. И ощущение, что вы пока бьетесь в ту стену, где нет двери вообще, то есть вы пытаетесь нарисовать, понимаете? Потому что вам почему-то кажется, да, что кто-то знает, в чем ваше истинное я, а вам специально об этом не говорят. А вам специально не говорят. Да, как будто кто-то знает ответ, и вы приходите с ответом, а над вами смеются. Как будто есть какой-то гуру, да, который знает ответ, но он специально вам не говорит. Специально. Как будто вы пришли за ответом, а вам там ответ не дали. Вы, скорее всего, куда-то приходили или кому-то приходили. А вам не дали. Вас просто, знаешь, как просто отфутболили. Ну, знаешь, как вот отфутболили, да, ну вот что-то из серии, что ну это же все из любви к тебе делается, да, из любви к тебе, да, и все, тебя ввели просто в состояние иллюзии, никто ничего не дал, никто ничего не подсветил, но это кажется так, да, это кажется так, потому что 100% вы же себе что-то подсветили, но просто вам казалось, что ваш внутренний свет, он хранится в одном месте, посмотрите, как его нужно собирать, да, и в людях, и в мирах, и в книгах, везде. Есть ли у вас шанс все же найти себя? Да, однозначно. По справедливости вы слишком много сделали. Вы уже слишком много сделали. Смотрите, как вы круто собираете пазл. Вы в любом случае в итоге придете к своей целостности. Вопрос, как вы это выбираете, что вы для этого делаете. Может быть, есть какие-то конкретные методы для вас, да, потому что мне конкретики хочется больше, у нас такой метафизический получается расклад, больше про путешествие вашей души. Если конкретные методы, да, и они будут найдены для вас, смотрите по карте страшного суда, все вам будут подсвечивать, и своих, и книги, и, возможно, кто-то будет озвучивать ваши мысли, вы что-то подумали, пространство здесь подсказывает, да, действительно, и это вот твои же, и здесь будут люди и события, и ну, время правильное, да, когда твой путь, то, что ты прошел, то, что ты знаешь, это будет восприниматься на ура, да, и тебе, возможно, будут аплодировать и говорить, посмотри, какой крутой ты путь прошел, да, прежде чем понять, кто ты, прежде чем понять вообще, от чего загорается твое сердце, что дает тебе силы, надежды, да, какого цвета твоя любовь. И вот это красивая шестерка жезлов. Красивая шестерка жезлов. Вы пока, смотри, к этой шестерке жезлов мы пока через тернии продираемся, да. Нам, ну, ощущение, что, возможно, рядом с нами никого нет, и мы в этом поиске одни, да, то есть мы приходим в этот мир одни, уходим одни. Но нет, такое ощущение, что нас поддерживают, любят, да, нас поддерживают и любят, а нам сейчас кажется, что каждый сам за себя. Что же скрывает твое истинное я? Что же скрывает твое истинное я? Ну, посмотри, здесь больше, наверное, воина света все же, потому что посмотри, как ты сражаешься с тьмой, да, с неприятностями, со сплетнями, возможно, различными, да, с негативной энергией, с какой-то информацией нехорошей в твой адрес. Ну, пока тебе как будто твою миссию не подсветили по повешенному, да, и здесь есть возможность увидеть твой путь. Это то, к чему тебя тянет, понимаешь? Вот там тебя выбирают, да, то, к чему тебя тянет, то, что дает тебе энергию, то, что дает тебе ощущение радости, то, что тебя наполняет. Что же это такое? Смерть уже такое ощущение, что это давно забытая энергия. Вот смотри, ее прям действительно нужно воссоздать. И есть ощущение, что оно тебе открывалось уже в жизни, открывалось уже однозначно. Ты как будто это знаешь про себя, да? Ну что оно случилось по смерти?
Смотри, мы тоскуем по утраченному, потому что мы говорим, вот у меня не хватает сейчас ресурсов туда идти, куда я бы хотела или хотел, потому что это слишком глобально. Это слишком глобально. Да, но вот мое я, оно же про масштабы однозначно, да, а мы себя делаем меньше. Мы себя делаем меньше, потому что нам кажется, что мы как будто вот не достигнем никогда вот этого состояния, когда вот я мощный, я достаточно большой, и мы сами себя закрываем, сами себя перекрываем. Тут еще мама приложила усилия, потому что как будто изначально вам не дали веру в ваши масштабы, и вам действительно перекрывали ваши склонности, вот чем вы хотите заниматься, понимаете? От чего ваша душа, она прям трепещет. Ну, кто-то, смотрите, вам прям перекрыл, и перекрыл как бы путь, да, на другой берег, ну, именно к тем людям, которые уже условно, допустим, получили призвание в той миссии, которая у вас сейчас, да, или с теми же самыми талантами, которые есть у вас, да, вот они прошли, они смогли, а вы где-то здесь затормозили, потому что была очень жесткая критика. Или достаточно жесткие жизненные условия, где вот это приходилось все тащить, и не до себя совсем. Не до себя. Но при этом по шестерке мечей нам показывает жесткую достаточно карту перехода. И она должна случиться, понимаете? И выход к своей силе тоже должен быть. Это такая, знаешь, достаточно оптимистичная позиция, потому что ощущение, что пока себе не найдешь, оно тебе не будет давать покоя. Оно не будет давать покоя. Но это то, чего горит твое сердце, да, то, что дает тебе любовь, то, что дает тебе... Это перекрыто сейчас, смотри, по тузу мечей. Но при этом, смотри, открывается путь, дорога, но она маленькая пока, знаешь, это как свет в конце тоннеля. Ты вроде туда смотришь, но тебе страшно туда идти, да, потому что ощущение вообще, что это вот тот светлячок, и вот он как, ну, знаешь, как призрачный болотный огонек. Ты туда пойдешь и утонешь, потому что там тупик, и там перекрыто. Вот ты так считаешь вообще, да, но тебя туда тянет, и ты все равно видишь призрачный свет и идешь туда. Потому что там есть ощущение радости. Там есть ощущение радости. Но при этом, смотри, по пятерке жезлов, да, есть ощущение опасности, да, опасности, потому что такое ощущение, что тебя предупреждает, что туда не надо, а душа туда рвется, понимаешь? И туда нужно пойти, и будет какое-то очень важное принятое решение. Вот она, девятка мечей, рыцарь мечей, когда ты поймешь, что тебе просто терять нечего, да? Когда ты реально понимаешь, что тебе просто терять нечего. И ты заходишь туда просто с минимумом ресурсов, но при этом смотри, получается так, что ты идешь с минимума, а получаешь здесь максимум. Видишь, как интересно, мы тебе на твой путь просто буквально всю колоду выкладываем. И здесь действительно есть очень хороший финал для тебя, да, шестерка пентаклей, король жезлов, туз пентаклей. Вот, ощущение новой энергии, ощущение приручения этой внутренней энергии, внутренней силы своей, да, вот, ощущение все-таки, что ты дома по шестерке пентаклей. И вот очень важная карта туз пентаклей, которая говорит, вот оно твое ядро, вот оно, собственно, твое истинное я. Такая у нас интересная позиция, прям действительно такой пошаговый экскурс, да, пошаговое путешествие героя, где ты можешь отследить, соответственно, на каком жизненном этапе ты находишься, да, что тебе сейчас нужно делать. Потому что, в принципе, нам показывает, что ответ будет найден. И что, может быть, тебе кажется, что ты стоишь, а ты не стоишь, ты идешь. Просто здесь такая очень высокая скорость, что ты просто никого вот рядом не замечаешь. И тебе кажется, что ты в одиночестве. Но на самом деле нет. Просто вот ты явно... движешься к себе, да, быстрее, чем остальные, поэтому просто вот никого рядом с собой не замечаешь. Вот такая позиция. С вами была я, ваша нейроведьма.